Легко понять, насколько пристально я слежу за Олимпийскими играми, потому что самым ярким событием, связанным с ними для меня на данный момент, стал вот этот Хитман, который, похоже, деактивировал хореографов из сборных разных стран по фигурному катанию. Ну, то есть я реально даже не знаю, кто там из фигуристов взял золото, кто серебро. Нет, золото из Казахстана начал взял, но больше не знаю. Надо как-нибудь будет вот эту документалку все-таки про фигурное катание посмотреть, может тогда как-то заинтересуюсь этим делом. Но зато я в курсе, что вот это Бенуа Ришо, бывший французский фигурист, а ныне очень востребованный хореограф. Настолько востребованный, что на этих играх в Милане он ставит номера 16 фигуристам из 13 стран-участниц. Вот он и перевоплощается, как лысый из Бразерс, между выступлениями своих подопечных, чтобы, в кадре сидеть в куртке правильной сборной. Такая вот у него миланская неделя моды, параллельно с напряженным графиком хореографирования. Мне он номера не ставил, к сожалению, но танцевать придется, ведь это же... Новостной Давыдова, субъектив со стереотипами, только личное мнение Давыдова сам принимает. Кофе — волшебный напиток. Кофе меня дурманит, кофе меня пьянит. Каждое утро он помогает смыть в канализацию весь накопившийся за ночь негатив. А еще не чувствовать себя как вот то, что смываешь. Но это еще не все. Оказывается, кофе еще и освобождает от слабоумия. Вот так вот. К такому выводу пришли исследователи из MIT и Гарвардского университета. Они набрали медданные 131 тысячи медлюдей, то есть медсестер и медбратьев, там где-то пополам, и получилось прям 40 с лишним лет историй болезней и прочих показателей здоровья. То есть прям много данных. И вот они, все эти данные жестко так прометаанализировали, что там у них происходило. Эту выборку исследователи разделили на две группы. В одной просто Homo sapiens, в другой Homo sapiens, которые хлещут кофе ведрами. В общем, приложили они эспрессо к мозгу и сравнили, кто из этих групп чаще приобретал слабоумие. Деменцию для зумеров. И оказалось, что любители хлебнуть кофеечку имеют риск получить эту самую деменцию на 18% ниже. Вот так вот. А мои любители чая понижают свои риски, что мозг гладким станет, на 14%. А самые жесткие перерабатыватели кофеина в пассивную агрессию, те, кто прям живет на кофеиновой диете, на 22%. Для соевых потребителей декафа у меня плохие новости. Исследователи не обнаружили никакой взаимосвязи ненастоящего кофе с рисками приобретения настоящего слабоумия. Но прежде чем ты побежишь ставить себе кофейную капельницу, знай, что, во-первых, это пока найдена закономерность, реально как это работает, еще не поняли ученые, а во-вторых, во всем надо знать меру. Оптимальный кофеиноприем, следуя исследованию, это 300 мг в сутки, то есть 2-3 эспрессо в день или 2 баночки какого-нибудь монстра. Большее потребление никаких положительных закономерностей не показало, по крайней мере в связи с развитием деменции. Хотя, если честно, и 300 мг звучит как достаточно большая доза. Больше кофе не получишь. Сам принимает. А вот исследователи из Северо-Западного университета США, похоже, готовы получить Шнобелевскую премию в этом году, или как минимум в следующем. Господа и дамы ученые набрали, 20 человек, которые хорошо запоминают сны, которые им снились, и заставили их перед сном решать задачки. 3х в кубе плюс константа. Что там? То есть подопытные должны были сидеть над какими-то головоломками, пока у них не накопится по 4 штуки у каждого, которые, не получается раскусить. И при этом у каждой головоломки был свой какой-то саундтрек, то есть музыка звучала. После этого, фиаско, когда накапливалось 4 нерешенных головоломки, участников эксперимента подрубали к считывателю фаз сна и отправляли спать. Ладно, за работу! Во время фазы быстрого сна, это когда мозг нам мультики показывает, подопытным включали вот эти вот саундтреки нерешенных задачек, музыку вот эту. И потом ученые их, будили и расспрашивали, видели ли они сновидения про головоломки. Вот такие вот садюги.
На утро, и разрешали потом идти спать, и на утро заспанных отправляли по новой решать вот те проваленные вечером задачки. И те, кто ночью как бы правильно стриггерился от саундтреков, смогли справляться с пришедшими во сне головоломками где-то в 2 раза лучше, чем с остальными. Ну, собственно, учитывая, что и так существует исследование о том, что обычный сон помогает очистить кэш мозга от лишнего мусора и разложить полученную за день информацию по полочкам, и что, не зря уже сотни лет существует поговорка «утро вечера мудренее», я лично готов номинировать этих ученых на Шнобелевку, потому что, действительно, сначала смешно, а потом вот додумываешься. Давай, проверим, оно работает или нет. Я тебя сейчас запрограммирую на эротические сны с Тимоти Шаломе. Сейчас ты посмотришь визуальный ряд с музыкой, короткий, а потом вот просто включи себе эту музыку на ночь. А завтра приходи в комменты с отчетом, что снилось, как настроение. Погнали. Ссылку на аудиофайл в описании сложил. Удачи. Сам прибывает. Они опять куда-то засунули искусственный интеллект. У меня уже не осталось, мне кажется, частей здорового мозга, чтобы чему-то дальше гнить от нейронок. Они сделали стетоскоп с искусственным интеллектом. Ладно, это не совсем прямо стетоскоп с искусственным интеллектом. Группа ученых из Имперского колледжа Лондона обучила ИИ работать в паре с цифровым стетоскопом и надрессировала этот тандем вылавливать проблемы с клапанами сердца. На ранних стадиях они почти никак не проявляются, сердце просто начинает чуть-чуть хуже качать кровь. И чтобы их выявить, нужно либо делать полноценную электрокардиограмму сердца, на которую очередь длиннее, чем за новым айфоном, да и в принципе это сложнее, чем просто стетоскоп послушать. А тут и делов-то всего. Цифровой стетоскоп пишет звук как... Алгоритм слушает и тупо за 15 секунд говорит, что твой клапан чего-то там... Я начал чвякать, Точность диагностики 91%. Обычный осмотр врачом ловит такие проблемы примерно в 2 раза реже, потому что человеческое ухо физически не слышит те микроаномалии, которые вылавливает алгоритм. Вот так вот и получается, что с помощью ИИ можно сделать сраный слоп, можно нейростетоскоп. Сам прибывает. Вот у всех бывают дни, когда вообще не хочется идти на работу или, чего еще хуже, семейный ужин с дальними родственниками. И обычно придумываешь какую-нибудь банальную отмазку, типа «Ой, голова страшно болит», или «Ой, кошка рожает», или я случайно винду удалил, пока баловался с ИИ-агентами». 2026 год, без ИИ никто не поверит. Но девушка из Индии пошла куда дальше. Она решила, что головная боль — это для слабаков, и чтобы сорвать договорной брак, она превратилась в змею. Это не сценарий нового болливудского фильма, это реальные новости из Индии. Там все еще большинство браков, то есть 90% договорные. И вот именно в такой брак по расчету ожидаемо не хотела вступать 20-летняя девушка Рина, и к тому же она уже была в отношениях с другим парнем. И они придумали, что вместе убегут, а чтобы родители не преследовали их, разыграют историю, что Рина превратилась в Нагу. Наги — это змееподобные мифические существа в индуизме. Для алдов, да, которые из третьих героев. Не только из третьих. И что самое великолепное, у них все получилось. Рина аккуратно сложила свою одежду и украшения на краю кровати, по комнате раскидала змеиные шкуры, и вот родители и соседи, когда увидели это, сразу же пришли к единственному логическому в такой ситуации выводу. Понятно, деваха, в Нагу превратилась и в лес жить ушла. А что еще? А какой еще вариант? Все ясно. Стоит отметить, что живут они в деревне в штате Уттар-Прадеш. Это такой индийский аналог американской Флориды, откуда регулярно появляются самые трешовые новости по типу мужика обманули, прикинувшись джинном, или в таинственном исчезновении 200 килограмм марихуаны полиция винит голодных крыс. Так что не очень удивительно, что люди там верят в Наг.
А вот полиция в данной ситуации, кстати, не поверила и правильно сделала. Хотя Рину и не они нашли. Она сама вышла на связь, прислав родственникам видео, что вот, мол, я жива-здорова, я просто не хотела выходить замуж за кого, хотела за своего возлюбленного. Кстати, вот он, знакомьтесь, и теперь он уже мой муж. Я думаю, что после такого в глазах родственников она все равно стала змеей. Гадюка такая, пригрели на груди. Ну, а я желаю им счастья. Во что верят твои родители? Наверное, что-нибудь типа, что к бабушке в дом в деревне однажды шаровая молния залетела по комнате, вот она полетала и в форточку вылетела. Ну, только потому, что все замерли. Или что в пустой бочке кваса червей видели, да? Сам прибивает. Ну и как бы о гадюках, а про жаб не вспомнил. Ладно, в данном случае про лягушек. Я думаю, что тебе не очень важно. Брачное пение сьерровых квакш, то есть, ну, их кваканье, собственно, для нас, стало сексуальней, чем раньше. И это не шуточный заголовок. Так вот вышло, что из-за глобального потепления древесные лягушки, они же квакши, прикольное название, начали раньше, громче и активнее квакать. Это замерили калифорнийские исследователи. Ну, там они своих конкретных местных квакш прослушивали, поэтому и новость у них только про тех, что из округа Сьерра. Местные батрахологи, так называют тех, кто изучает амфибий, обратили внимание, что что-то ж как-то очень громко лягушки орут. Да и вообще-то рано вроде для их вот этих всех проявлений. И решили разобраться. И оказалось, что в местных водоемах средняя температура воды поднимается все выше, ну, чем до этого была. А поскольку лягушки хладнокровные, все их вот эти циклы, в том числе половые, привязаны к температуре. И чем раньше становится тепло, тем они раньше начинают свои брачные игры. И чем теплее становится, тем эти брачные игры становятся горячей и активней. В какой момент кто-то из исследователей решил в их отношении использовать слово еще и сексуальней? Я не знаю, но сексуальное кваканье на меня, конечно, сработало. Я обратил внимание на эту новость. Очень интересно, сработает ли на тебя музыка. Не забывай про эксперимент. Надеюсь, что в твоем сне Шаломе будет квакать. А ты сейчас можешь до сна поставить лайк этому видео, кинуть его друзьям, чтобы они тоже поучаствовали в эксперименте, подписаться. Еще какие-то всякие ссылки еще в описании есть, тоже прикольные. Вот, все, пойду и я поквакаю, покаки.